Одной из главнейших функций любого государства является обеспечение собственной безопасности и безопасности своих граждан. И важнейшей структурой, призванной это гарантировать, являются органы государственной и национальной безопасности. В случае с Арменией это служба национальной безопасности, которая разрабатывает и реализует политику в области безопасности и считается главной спецслужбой Армении. Однако, к сожалению, похвастать особыми успехами служба национальной безопасности Республики Армения не может, как и не может похвастаться особыми успехами вооруженные силы Армении. Вернее, могут, но совсем не в том направлении, в котором это нужно. Армения, как известно, со своей недальновидной политикой находится в окружении недружественных государств. Непонятно даже, кем себя возомнила эта крошечная и беднейшая Армения, когда предъявила территориальные претензии ко всем граничащим с ним соседям. Большой аппетит у нее и к азербайджанскому Карабаху, и к грузинскому Самсхи-Джавахетию, и к нескольким областям Турции. Карс, Эрзерум, Эрдоган, где живет 20 миллионов неармянского населения. Армения сегодня такой соседи, с которым всегда нужно держать ухо востро, поскольку государственная идеология строится Арменией на изгнании из своих земель и физическом уничтожении и соседних народов, и соседних государств. Естественно, с такой политикой правоохранительные органы Республики Армения допускают позорные проколы. Наверное, и вообще, правоохранительные органы Армении направили все свои усилия совершенно в иное русло, а именно на удержание Никола Пашиняна у власти посредством борьбы с внутриармянской радикальной оппозицией. Ведь все здравомыслящие граждане Армении хорошо понимают, Армению вывести из тяжелого положения и спасти может только Пашинян, а не бывшие коррупционеры и криминалитет. Очередным позорным проколом для правоохранительных органов Армении являются прогулки по Армении журналистов азербайджанского информационного ресурса Kaliber.as. Сотрудники YouTube-канала Kaliber опубликовали подробный репортаж о том, как находились в Армении для того, чтобы показать, как в Армении разрушили и уничтожили азербайджанское историко-культурное наследие. При этом приведенные ими фото и видеодоказательства не оставляют и тени сомнения. Это не монтаж. Азербайджанские журналисты действительно были в Армении, разгуливали рядом с гражданами Армении, рядом с правительственными зданиями и стратегическими объектами, в том числе военного характера. Вполне можно допустить, что поскольку они хорошо владеют армянским языком, то могли даже принять участие в акциях протеста оппозиции. К моменту монтажа данного видеоролика Служба национальной безопасности Республики Армения пока не выступила с заявлением в связи с проникновением азербайджанских журналистов на территорию Армении. Это тоже своего рода или косвенное доказательство их нахождения в Армении. Как мы помним, в прошлом в подобных случаях сразу же следовали реакции и уверения в том, что имеет место провокация, и что никакие азербайджанцы в Армению не проникали. А тут молчание. Видимо, пытаются понять, где и как славная в кавычках Служба национальной безопасности Республики Армения допустила позорный прокол. Впрочем, позорный прокол этот был закономерным. Ведь дураку даже понятно, ослабленная и бедная Армения рано или поздно не устоит перед сильнейшим Азербайджаном и в военном и экономическом отношении. Все это наглядно показала 44-дневная война. Армянским властям еще неизвестно, кем были те незваные азербайджанские гости. Действительно, журналистами интернет-ресурса или сотрудниками азербайджанских спецслужб. Хотя, а с какой стати Армении ждать профессионализма от Службы национальной безопасности Республики Армения? Сколько руководителей Службы национальной безопасности сменилось при Пашиняне? Он их меняет как перчатки, поэтому легко можно сбиться со счету. Причем, каждый новый руководитель был слабее предыдущего. При Артуре Ванецане и Аргиште Керамяне вообще начался исход профессионалов из Службы национальной безопасности. А те, кто сегодня остался в этом ведомстве, заняты своими коррупционными делами. И после этого граждане Армении еще удивляются тому, как азербайджанские журналисты смогли проникнуть в Армению и спокойно разгуливали по улицам Еревана. В любом нормальном государстве за такие проколы увольняют все руководство спецслужб. У Армении пока этого ожидать не приходится. Так что,
ограничится в лучшем случае оргвыводами. В худшем, принимая граждан Армении за идиотов, заявит, что репортаж азербайджанских журналистов из сердца Армении, из столичного Еревана, плохо состряпанная фальшивка.